Привет, друзья! Сегодня Германия обсуждает решения, которые могут повлиять на жизнь миллионов. От реформы Бюргергельда и обновленных правил для получателей помощи, включая беженцев, до свежих данных о рынке труда, где за цифрами скрываются важные тенденции. Но это еще не все. Разрыв в зарплатах между Востоком и Западом остается болезненной темой спустя десятилетия после объединения. А на политической арене альтернатива для Германии АДГ опередила традиционные партии, что привлекло внимание общественности. К этому добавляется расследование, связанное с передачей конфиденциальной информации и внешним влиянием. Все это складывается в картину, где экономика, политика и общество тесно переплетаются. Подписывайтесь на канал и давайте разберем, что стоит за этими последними событиями Германии и Европы и чем они могут обернуться. Итак, планы реформы Бюргергельд становятся более конкретными. Министр труда Бербель Бас заявила, что система соцпомощи будет строже ориентирована на участие в поиске работы и обязательства получателя. Если человек, например, пропустит назначение в джоб-центре или откажется от подходящей работы, пособие может быть уменьшено. Вместо привычных 10% размер снижения может достигать 30%. Те, кто вообще не реагирует на письма и не появляется по месту жительства, планируют полностью исключить из системы выплат. Кроме того, пересматриваются правила касательно имущества. На данный момент человек может иметь до 40 тысяч евро неучтенного имущества, но после реформы этот порог могут снизить. Также предлагается истребовать переезд людей, живущих в слишком дорогом жилье, после окончания льготного периода. Раньше это был 1 год, будет проверяться адекватность их аренды и при необходимости потребуют съехать. В коалиционном договоре союзники ХДС и СДПГ уже договорились о необходимости реформы Бюргергельд. Канцлер Фридрих Мерц выразил свою уверенность, что законопроект будет принят до конца года. Министр Бас подчеркнула, цитата: «Те, кто не участвует, кто не хочет, они должны это почувствовать. Ее цель – это добиться большей эффективности системы и уменьшить злоупотребление». И это только начало. Число безработных в Германии в сентябре снизилось примерно на 70 тысяч человек и вновь опустилось ниже отметки 3 миллиона, о которой я вам рассказывал, до 2,955 миллиона человек. Без учета сезонных факторов уровень безработицы, наоборот, продемонстрировал небольшой рост, плюс 14 тысяч человек по сравнению с августом. Уровень безработицы таким образом снизился на 0,1% и составил 6,3%. По сравнению с сентябрем прошлого года он остается выше на 0,3%. По словам главы Федерального агентства по трудоустройству Андреа Аналис, сентябрьское снижение лишь сезонный эффект, а не признак стабилизации рынка труда, как многие могли подумать. Количество открытых вакансий продолжает снижаться. В сентябре их было около 630 тысяч, что на 66 тысяч меньше, чем год назад. Таким образом, число безработных в сентябре пошло вниз благодаря сезонному оживлению, но фундаментальные проблемы рынка труда остаются, то есть рост вакансий замедляется, а условия найма остаются напряженными. Далее, давайте рассмотрим следующую важную новость Германии. Несмотря на 35 лет с момента объединения Германии, разрыв уровня доходов между Западной и Восточной Германией остается значительным, хотя и уменьшился. В 2024 году средняя брутто-зарплата на полный рабочий день в Западной Германии составляла, внимание, 4810 евро в месяц, тогда как в Восточных федеральных землях 3973 евро, что, соответственно, на 17% меньше. С 2014 года разница в зарплатах сократилась на 7 процентных пунктов. Основной причиной этого улучшения эксперты называют введение федерального минимального заработка в 2015 году. Особенно заметно это повлияло на восточные земли, где ранее существовал широкий спектр низкооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, повышение минимальной заработной платы до 14,6 евро в час, запланированное до января 2027 года, должно способствовать дальнейшему сокращению разрыва. В настоящее время различия в оплате труда в нижней части шкалы доходов практически на самом деле исчезли. В апреле, например, 2024 года почасовая ставка в восточных землях была лишь на 1% ниже, чем в западных. Однако, несмотря на эти улучшения, разница в доходах между Востоком и Западом сохраняется, особенно в высокооплачиваемых секторах. Эксперты подчеркивают необходимость продолжения усиления по улучшению условий труда и повышению заработной платы в восточных федеральных землях.
Следующая тема заставила многих задуматься. В Германии партия «Альтернатива для Германии» АДГ достигла рекорда по поддержке избирателей, опередив даже Христианско-демократический союз ХДС и Христианско-социальный союз ХСС на 3 процентных пункта. Согласно последнему опросу, АДГ «Альтернатива для Германии» сохраняет 27% поддержки, в то время как ХДС, ХСС теряет 1% и опускается до 24%. Это наибольший зафиксированный разрыв между этими партиями на федеральном уровне. Зеленые увеличили свою поддержку на 1%, достигнув 12%. Социал-демократическая партия СДПГ остается на уровне 13%. Левые 11%, Союз Саре-Вагетних 4%, Свободно-демократическая партия 3%, а другие партии вместе 6%. Число неопределившихся избирателей, внимание, и тех, кто не намерен голосовать, составляет 22%, что выше, чем на последних парламентских выборах. Рейтинг одобрения работы канцлера Фридриха Мерца продолжает уменьшаться. Только 26% опрошенных довольны его деятельностью, что на 2% ниже по сравнению с предыдущей неделей, когда я вам об этом рассказывал. Это наименьший показатель с момента его вступления в должность. 70% респондентов выражают неудовлетворение его работой. Что же касается политической компетенции партий, то только 18% доверяют ХДС, ХСС в решении проблем страны, что на 1% меньше, чем раньше. СДПГ теряет также 1%, опускаясь до 7%. Альтернатива для Германии АДГ увеличивает свою поддержку на 2%, достигнув 15%. Зеленые и левые остаются на уровне 6 и 4% соответственно. 47% опрошенных считают, что ни одна из партий не способна эффективно решать проблемы страны. Большинство немцев, 54%, считают, что реформы в социальной сфере должны быть реализованы буквально в ближайшие месяцы, однако лишь 41% поддерживают сокращение социальных выплат. 51% считают, что значительных сокращений не требуется. Однако это еще не самое важное событие. В последние годы Германия сталкивается с экономическими трудностями, которые оказывают влияние на политическую обстановку в стране. Эксперт Габбард Штайнгарт отмечает, что продолжительная рецессия, рост безработицы и снижение уровня жизни способствуют росту, внимания, популярности альтернативных политических сил, например, такие как партия «Альтернатива для Германии» АДГ. Штайнгарт утверждает, что традиционные партии, такие как Христианско-демократический союз ХДС и Социал-демократическая партия Германии СДПГ, не смогли эффективно решить экономические проблемы, что привело к разочарованию избирателей. В ответ на это «Альтернатива для Германии» смогла привлечь внимание избирателей, предлагая альтернативные решения и критикуя существующую политическую элиту. Однако, несмотря на растущую поддержку «Альтернативы для Германии», эксперты отмечают риски, связанные с ее экономической программой. Предложения партии, такие как выход из Европейского Союза, Brexit и сокращение налогов, могут привести к значительным экономическим потерям и угрозе для рабочих мест. Кроме того, планы по увеличению пенсионных выплат и снижению налогов могут привести к дополнительным финансовым нагрузкам на государственный бюджет. В то же время экономисты предупреждают, что такие меры могут усугубить существующие проблемы, такие как высокие энергетические расходы, устаревшая инфраструктура и нехватка квалифицированных кадров. Некоторые эксперты считают, что АДГ использует экономическую нестабильность для укрепления своей политической позиции, несмотря на возможные негативные последствия ее политики. Таким образом, экономический спад в Германии оказывает значительное влияние на политическую ситуацию, способствуя росту популярности альтернативных партий, таких как «Альтернатива для Германии», и вызывает те самые дебаты о возможных последствиях их политических предложений. И далее важная новость, на которую стоит обратить внимание. В Германии бывший сотрудник депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Краха был приговорен, внимание, к 7,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Китая. Суд в Дрездене признал его виновным в передаче сотен конфиденциальных документов, включая данные о грузах, рейсах и пассажирах, китайским властям. Обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что не сотрудничал с китайскими спецслужбами. Его адвокат настаивал на отсутствии достаточных доказательств. Тем не менее, прокуратура настояла
настояла на строгом наказании. Суд также рассмотрел дело его предполагаемой сообщницы Яни С., которая работала в логистической компании в Лейпциге. Она признала факт передачи информации, но заявила, что не знала о ее использовании в разведывательных целях. Суд приговорил ее к условному сроку 1 году и 9 месяцев. Отмечу, что против Краха ведется отдельное расследование в связи с подозрениями в коррупции и отмывании денег, связанными с китайскими платежами. Сам Крах заявил, что не знал о шпионской деятельности своего бывшего сотрудника и его членстве в Коммунистической партии Китая. Если информация была полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.